Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить классический французский десерт клафути с вишней. Что такое клафути? Это, по сути, заливной пирог, в котором очень большое количество фруктов. В моем клафути я буду использовать целый килограмм вишни, представляете? И косточки, между прочим, не обязательно вытаскивать. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала подготовим все ингредиенты. Нам потребуется 200 грамм пшеничной муки и 5 грамм разрыхлителя. Перемешайте. Также нам понадобится 150 грамм сливочного масла, которое должно быть комнатной температуры. Нарежьте его вот такими кусочками. Далее нам понадобится 4 желтка. Белки обязательно сохраните, из них вы можете приготовить потрясающий банановый десерт, ссылочка повешена вверху. Добавляем 200 грамм сахара и взбиваем миксером. Желтки взбиваем до легкого увеличения в объеме и изменения цвета на более светлый кремовый. Взбиваем до вот такой консистенции, посмотрите. Затем добавляем 2 целых яйца и также взбиваем до увеличения в объеме. Вот такая кремовая масса у вас должна получиться. Затем добавляем размягченное сливочное масло и вновь взбиваем блендером до однородности. Это очень легкий и быстрый рецепт. Практически все манипуляции мы проводим с помощью миксера, но также это можно делать при помощи венчика вручную. Масса стала однородной, теперь время добавить муку. Напоминаю, что в муке есть уже разрыхлитель, хорошо просеиваем муку. Затем перемешиваем все ингредиенты до однородной массы с помощью венчика. Обязательно хорошо вымешивайте муку, чтобы не оставалось комочков, и также мука, чтобы не оставалась на стенках. Затем добавляем 25 мл рома и также хорошо перемешиваем. Если у вас нет рома, можно не добавлять, либо можно заменить любым другим крепким ароматным алкоголем. Затем постепенно мы будем вводить в эту смесь молоко. Общее количество молока 500 мл. Оно должно быть комнатной температуры. Посмотрите, как хорошо замешивается тесто. Добавляем остатки молока и все хорошо перемешиваем до однородности. Посмотрите, наше тесто полностью готово. Теперь подготовим форму для выпечки. Я буду использовать вот такую прямоугольную стеклянную форму. Можно использовать керамические круглые формы для тартов, для киша. Те формы, которые вы любите и которые у вас есть дома. Обязательно я всегда застилаю пергаментной бумагой, потому что таким образом форма остается чистой. Если вы не хотите, можете не использовать пергаментную бумагу. Наливаю небольшое количество теста на дно формы и распределяю его равномерно по всей поверхности.
Таким образом будет намного комфортнее распределять последующий объем теста уже с ягодами. Если вы не используете пергаментную бумагу, то тогда обязательно обработайте форму сначала сливочным маслом и затем немного присыпьте мукой. Затем в оставшееся тесто я высыпаю целый килограмм спелой сочной вишни с косточками. Вишня должна быть хорошо вымыта и высушена. Перемешиваем ее с тестом. В классическом варианте клафути вишня всегда используется только с косточками, потому что, как сказали мои французские друзья, косточки придают особенный вкус и аромат этому прекрасному десерту. Далее выкладываем тесто с вишней в форму. Конечно, этот десерт можно готовить из замороженной вишни или черешни. Только тогда предварительно разморозьте ее и обязательно удалите лишний сок. Я заполнила полностью форму теста. Теперь немного разравниваю края. И теперь вот таким образом лопаткой разравниваю всю ягоду равномерно по форме. В это время ваша духовка уже должна быть разогрета до 210 градусов. Наш клафути готов к выпечке. Выпекаем на нижнем ярусе духовки в течение 30 минут на температуре 210 градусов. Затем накрываем фольгой либо же пергаментной бумагой и выпекаем на 190 градусов еще 40 минут. И вот наш потрясающий ароматный клафути готов. Теперь нам его нужно немного охладить для того, чтобы достать из формы и легко нарезать его. Посмотрите, если использовать пергаментную бумагу, насколько это легко сделать. Клафути прекрасен как в теплом виде, так и в полностью охлажденном. Вы всегда его можете дополнить шариком мороженого или посыпать сверху сахарной пудрой. Теперь давайте посмотрим наш потрясающий ароматный клафути на срезе. Не забывайте предупреждать ваших гостей, что в вишне косточки. Посмотрите, какой красивый клафути у нас получился. Он наполнен ягодами, практически нет теста, все как я люблю. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!